Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Я уже в Варне, первый день на бульваре Сливница, за моей спиной море. И здесь потом расскажу, сейчас просто занимаюсь делами и буду вам снимать и рассказывать по мере возможностей, как здесь жизнь, как живут люди, как ситуация вообще. И вообще все как, что со мной случается, где буду бывать. Сейчас это я нахожусь на бульваре Сливница, это центральный бульвар, ведущий к морю. Но уже многие знают, кто следит за моим каналом, за моим видео, за моей спиной море. А туда вперед, вот туда вперед, там вдалеке не видно, правда, здание мэрии, община Варна. И куда мы тоже постараемся попасть. Вот заведение, последнее, предпоследнее заведение перед морем. Вот как тут красиво. Внутри курят. Какая мебель красивая. Спокойствие, красивая музыка. Посмотри, какая мебель здесь. И пепельницы настоящие. Красивый бар, красивые телевизоры. Вот еще один зал. Пусто, спокойно. И на улице есть терраса для гостей. Вот такая вот красота. Рядом ресторан БМ. Мой любимый. Снимем ресторан. Потом вот выходим на улицу. И здесь вход в Морскую Градину. 100 метров до моря. Вот такая вот красота. Домилим ты. Да, вот такая вот красота, дорогие друзья. Здесь красивый особняк с левой стороны, варнинский старинный, где бы я хотел жить. Да, вот ресторан БМ. БМ ли? Ресторан БМ, любимый. Вот вход в Морскую Градину, центральный вход бульвара Сливница. Вот такая вот красота, дорогие друзья. Тихо, спокойно, нет никакого ажиотажа, кипиша, паники, суеты. Вот, собственно, бульвар Сливница и мой любимый отель Одесса. Он сейчас на реконструкции, и на нем на углу было уютное кафе, такое я очень любил. Там никогда не было людей, приятные цены, культурное обслуживание, очень прикольно, уютненько. Зонтики были такие, красивая мебель. А вот это бар Деруш называется, который мы посетили. Вот такая вот красота, спокойствие, прелесть. Вот бульвар Сливница. Кошки здесь, котята, сколько хотите. Вот 5 кошек сейчас я видел здесь. А вот еще котята, посмотрите, как интересно. Кс-кс-кс-кс. Вот кот красивый. Какой красивый кот. Вот это идет. Но я тебя не звал, я звал ту красивую. Тебя я не звал. Самокаты, но не для вашего автора. Вашему автору нужен самокат с сиденьем на 4 колесах. Бульвар Сливница. Фестивальный комплекс с правой стороны. Уже знаете, что это такое. ФЕИК называют варнинцы. Фестивальный комплекс. Я когда-то его мыл, когда работал мойщиком стекол и витрин в Варне. Вот еще один мой любимый барчик Брик, бар Брик. Вот днем до обеда, до после обеда собираются люди постарше, и здесь музыка включается постепенно, плавно. Утром тихая классика, потом потихонечку переходит в эстраду, блюз, джаз, ну и уже вечером собирается молодежь. Тоже внутри можно курить, отдыхать, все очень красиво. Бульвар Сливница. Магазины, кафешки на первом этаже. Все размеренно, спокойно. Как видите, никого нету в наколенниках. Все ходят спокойно, без наколенников. Да. Заведение на любой вкус, на любой карман. Но обычно на все заведения рассчитаны на средний карман и ниже. Нету здесь пафоса, как в Кишиневе. Вот в Ле-Руже, где я вам снял, кофе стоит 20 эквивалент
25 молдавских лей или 1 евро 25 центов для всех остальных. Вот такие красивые особняки в центре. Очень тихо и спокойно. Вот как этот бульвар пешеходный. Вот здесь в центре очень много пешеходных улиц. Почти весь центр пешеходно-автомобильный, но автомобили стоят припаркованные или просто двигаются так очень редко и припарковались, и все, движника нету, не как центральные улицы города, ну как в любом городе. Очень тихое движение, скажем так, его почти нету, можно ходить спокойно пешком по центру, не опасаться ни за что. Вот торговый дом Файт. Здесь когда-то был очень давно. Папа мой брал в аренду офис по туризму. И ничего не получилось. Потому что надо заниматься одним делом. Он был инженером-строителем. Всегда кинулся в туризм. Но это другая тема. Вот интересный аквариум. Я все такие заведения с террасами называю аквариумом. Паста. Стелла Артуа. Очень прикольно. Вот люди сидят себе, спокойно отдыхают. Когда минем? По долу или по центру? Вот ты, да, по горя? Мы тут идем с коллегой тоже. И меня она подсказывает от некоторые моменты. Вот отель Черное море. Брат-близнец от гостиницы Интурист, потом Националь в Кишиневе. Но он, в отличие от Кишиневского, работает, сохранен и еще делают какую-то реконструкцию. Тут тоже были раньше классные кафешки, барчики на первом этаже. Сейчас идет реконструкция. Тоже очень было уютно. Ну что говорить, лучше увидеть. Вот всякие закусочные маленькие кафешки. Все работает. Все красиво. Люди гуляют. Погода хорошая. Около 14, от 13 до 15 градусов. Может и больше, не знаю. Но знаете, что море летом накапливает температуру, собирает тепло, аккумулирует тепло, а осенью и зимой дает. Поэтому в Варне всегда зимой по сравнению с Кишиневым в среднем на 10 градусов теплее. Ну и особенно ночные перепады не такие резкие, как в Кишиневе. Потому что я из Кишинева, и кто смотрит мои ролики из других городов, чтобы вы знали. Я родом из Кишинева, но жил в Варне 4 года. И за 4 года я ни разу не умудрился. Какой классный велик. Кикулета гулеми. Красавец. Да. Красавец. Очень все тихо и спокойно. Вот вход в гостиницу Черное море, Черное море. Фирменный автомобиль. Тут сколько, на сколько этажа, не знаете? 14 этажей примерно. Потом я буду считать, но знаю точно, что вот община, сейчас вы увидите ее. Вот она там такая вот. Это мэрия города Варны. Вон то здание, такое свечка. Высокая, краешек виден. Там 15 этажей. И я снимал сверху варнинскую панораму. Видео есть на моем канале. И там наверху раньше было кафе Панорама. Очень романтичное, очень уютное. И там все было в таком советском стиле. Круглые столики с таким круглым стеклом. Ковшеобразные кресла. Такие а-ля совдепи. Очень было классно. Но сейчас оно закрыто, к сожалению. И цены там были дешевле, чем на оптовом складе. Здесь раньше на углу, где написано Британика, находился Макдональдс. Его уже несколько лет как убрали напрочь, что меня очень сильно обрадовало. Вот мы выходим на центральный бульвар Князь Борис. И здесь, но не Бориста, а Борис. Да, князь Борис. Я шучу, говорю, не Бориста, а Борис. Вот как
немножко вам этой улицы. Тоже бульвар, улица. Потому что мне многие начинают там писать в комментариях эти очень какие-то непонятные мне, нелогичные. Говорят, не проспект Ленина, а улица Ленина. Да какая разница, как она называется? Штефан Челмари, бульвар, проспект, улица. Главное, что это локация, и всем понятно, о чем мы говорим. Зачем эти подробности, уточнения бестолковые, которые никому не нужны? Посмотрите, какие красивые старые особняки вот с правой стороны. И здесь же справа метров 5 пройти, там есть такой маленький магазинчик, позвали. Я попрошу как-нибудь продавцов, там двое мужчин моего возраста и старше, и поснимать этот маленький магазин. Моя любимая вот эта вот структура магазинов. Такая вот книги. Здесь, как и было 15 лет назад, так и до сих пор продаются книги разные. Букинист. Лавка такая, букинист. Какие красивые особняки. Видите, вот маленький магазин тоже. Джуси. Вот там, видите, вот магазин продуктовый. Витрина и дверь. И все. Никакой не супермаркет. Красота. Очень красиво, уютно. Все замечательно. Все плывет своим чередом. Размеренно. Ну, конечно, не так размеренно, как может быть в селе. Хотя в селе жизнь размеренная. Кажется, нам там тоже надо жить и трудиться активно. Но это отдельная тема про сельскую жизнь. Вот как. Мне как-то еще сделали замечание за одышку. Прошу всех прощения, и маленькая подробность. Просто у меня двухсторонний коксартроз, и просто я так вот хожу, прилагая больше усилий, чем стандартный человек. Ну как, рядовой гражданин. Приходится прилагать больше усилий. Естественно, согреваюсь я больше, когда всем холодно, мне уже жарко. Да, а когда очень холодно, мне тоже холодно. По-разному, да. Да. И потом я вот сейчас прервусь на отдых, и потом продолжим нашу съемку.